Вы на канале Сказки-рассказки. Здравствуйте, дорогие ребята! Послушайте продолжение сказки, которая называется «Аленький цветочек». Ни ответа, ни привета не было. Тишина стояла мертвая. В зеленых садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые, не играла музыка в палатах высоких. Дрогнуло сердечко у купецкой дочери, красавицы писаной. Почуяла она нечто недоброе, обижала она палаты высокие и сады зеленые. Звала зычным голосом своего хозяина доброго. Нет нигде ни ответа, ни привета и никакого гласа послушания. Побежала она на пригорок муравейчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек аленький. И видит она, что лесной зверь чудо-морской лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что заснул он ее дожидаючись и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихоньку дочь купецкая, красавица писана. Он не слышит, принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую и видит, что зверь лесной чудо-морское бездыханен, мертв лежит. Помутились ее очи ясные, подкосились ноги резвые, пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную противную, и завопила истошным голосом: «Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя, как жениха желанного». И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон, застряслась земля от грома великого, ударила громова стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени она лежала без памяти, не ведаю. Только очнувшись, видит она себя в палате высокой беломраморной, сидит она на золотом престоле с окаменьями драгоценными, и обнимает ее принц молодой, красавец писаный, а на голове со короною царскую в одежде золотокованной. Перед ним стоит отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита великая, все одеты в парчах золотых, серебряных. И возговорит к ней молодой принц, красавец писаный, на голове со короною царскою: «Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного, за мою добрую душу и любовь к тебе. Полюби же меня теперь в образе человеческом, будь моей невестой желанною». Злая волшебница прогневалась на моего родителя, покойного короля славного и могучего, украла меня еще малолетнего и сатанинским колдовством своим силою нечистую обратила меня в чудовище страшное и наложила таковое заклятие, чтобы жить мне в таковом виде безобразном, противном и страшном для всякого человека, для всякой твари Божией, пока не найдется красавица-девица, какого бы роду и звания ни была она, и полюбит меня в образе страшилища и пожелает быть моей женой законною. И тогда колдовство все покончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим, и жил я таким страшилищем и пугалом ровно 30 лет. И залучал я в мой дворец заколдованный 11 девиц красных, а ты была 12-я. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты одна полюбила меня, чудище противное, безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную. И будешь ты за то женой короля славного, королевою в царстве могучем. Тогда все тому подивились, а свита до земли преклонилась. Честной купец дал свое благословение дочери меньшой, любимой, и молодому принцу королевичу. И поздравили жениха с невестой сестры старшие, завистные, и все слуги верные бояре,
великие, и кавалеры ратные, и немало немедли принялись веселым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать. Я сама там была, пивомет пила, по усам текло, да в рот не попало. Вот и все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.